Все ваши действия, мысли должны соответствовать воле Бога. Однако очень у многих из вас возникает вопрос, как среди всего того хаоса, который вас окружает, разобраться, что соответствует воле Бога, что нет, что является божественным решением, а что нет. Как всегда, основной и главной рекомендацией будет прислушаться к голосу вашего сердца, потому что именно там содержится ответ на все ваши вопросы. А что делать тем, кто не слышит ответов? К сожалению, за многие и многие воплощения на Земле сердца очень многих людей покрылись непроницаемой броней, и очень трудно сквозь эту броню услышать ответ Бога. Вы сталкивались с очень многими трагичными ситуациями в ваших жизнях. И эти трагические ситуации нанесли на ваше сердце раны, которые болят и ноют, даже под тем слоем брони, в который вы одели ваше сердце, чтобы не слышать боли. Что же делать? Ваши сердца необходимо привести в работоспособное состояние. Вам необходимо слой за слоем снимать с них все те отрицательные воздействия, которые были в прошлом и есть в настоящем. Ваше сердце является очень чувствительным. И прежде, чем научиться раскрывать ваши сердца, необходимо побеспокоиться, чтобы внешние условия вашей жизни не нанесли новых ран на ваши сердца. К сожалению, очень много в вашем мире того, что заставляет ваши сердца сжиматься от непереносимой боли. Так было не всегда. В истории человечества были счастливые эпохи, когда люди радовались друг другу, радовались солнцу, радовались всему живому. Радость была основным качеством. Это было давно. Это было в давние века, когда на Земле существовали цивилизации Золотого века. Лучшие представители человечества и их учителя находились в воплощении. Природа и все вокруг представляло собой гармоничное проявление божества. Все, что существовало в это дивное время, было счастливо. Состояние счастья и радости были доминирующими состояниями всего живого. Столь же совершенными и наполненными любовью были отношения между людьми. Все было разумно устроено. И в эти века сердца людей не нуждались в том, чтобы их покрывали
непроницаемой броней. Сердца людей были открыты каждому, потому что не было никаких отрицательных проявлений. И сердца людей всегда знали, как поступать в соответствии с божественным законом. Это было очень давно. Человечество постепенно скатилось до того состояния, в котором оно находится сейчас. Все, что вас окружает в вашей жизни, соответствует состоянию ваших сердец. И броня непонимания, ненависти, неприязни и равнодушия покровом лежит на человечестве. Вы вкусили в полной мере плодов непослушания. Ведь именно своеволие и желание получить что-то для себя в ущерб другим привело человечество к тому состоянию сознания, в котором оно находится сейчас. Поэтому обратной дорогой из этого состояния будет демонстрация прямо противоположных образцов во всех сферах жизни. Ненависть необходимо заменить любовью. Страх необходимо вытеснить любовью. Равнодушие, злобу и неприязнь необходимо заменить дружелюбием. Радость должна прийти на смену хмурости. Все качества небожественные заменяются божественными качествами, как по мановению волшебной палочки. Только в том случае, если человечество в основной своей массе заменяет образ поведения, основанный на эгоизме, тщеславии, желании получать и получать удовольствие от жизни, на образ поведения, основанный на взаимопомощи, сотрудничестве, желании отдавать все для жизни. Вы будете правы, если скажете, что я говорю о позициях, основанных на эгоизме и альтруизме. Тогда, когда человеческое сознание отходит от божественных вибраций, в этом случае человек сам отделяет себя от Бога. Он перестает чувствовать себя в безопасности. Он перестает испытывать любовь. Тогда, когда человек возвращается в божественные вибрации, происходит прямо противоположное. Человек чувствует свое единство со всем творением, испытывает любовь, радость. Он удовлетворен, спокоен и уравновешен. Граница божественного мира проходит в ваших сердцах. Именно там, под слоем брони, находится Бог. И тогда, когда каждый человек сможет раскрыть свое сердце, все человечество вернется в те времена, когда люди на земле испытывали постоянное состояние счастья и любви. Есть вероятность, что вернутся эти времена Золотого века. Есть вероятность того, что Золотой век придет на землю. И мы ждем и гадаем, где на земле создадутся условия для пришествия
Золотого века. Вы должны знать о том, что не всегда небо хмурится и идет дождь. Будет время, когда солнце божественного сознания осветит землю. Могу только сказать, что условия пришествия Золотого века уже сейчас начинают создаваться и готовятся к приходу в воплощение, и уже приходят в воплощение те души, которые несут в себе сознание Золотого века. И было бы хорошо, если бы вы создали для этих душ условия на земле, в которых они смогут в полной степени проявить свои способности и таланты. С надеждой на то, что вы сможете найти в себе силы и преодолеть свои отрицательные, негативные состояния ради будущего планеты Земля. Я есмь Иларион.